Хорош ли у вас разговорный английский? Давайте проверим. Сегодня посмотрим 15 разговорных фраз. Если вы все знаете, все эти фразы, тогда у вас английский действительно хорош. Ну что, ребята, начинаем. Я должен сказать, что мы довольно часто эти фразы используем. Чтобы понять носителей, вам просто необходимо их знать. Начнем с первого. Начнем с самого простого, затем будет еще более продвинутые выражения. The first phrase довольно простой. How's it going? Да, есть банальный простой выражение How are you? Все это знают, но в разговоре я с моими друзьями довольно часто заменяю How are you? So how's it going? Мы довольно часто in our day-to-day conversation we use the phrase how's it going и просто означает как бы дословно как идет дела, но просто означает how are you doing? It's more informal, это более неформально и отлично подходит для общения с друзьями, с коллегами на работе и так далее. How's it going? Просто означает как у вас дела, как идет дела. All right, so, how's it going? How's it going? Hey Ben, how's it going? Вторая фраза «What have you been up to?» Когда мы кого-то давно не видели, и мы хотим знать, чем вы занимались все это время, чем ты занималась все это время, мы используем фразу «What have you been up to?» What are you doing означает, чем ты сейчас занимаешься, а what have you been up to означает, чем ты занимался до нашей встречи. What have you been up to, Katie? There you are. What have you been up to? I'll tell you about it later. What have you been up to? It's not to ask. What have you been up to? А когда нам нужна помощь, мы часто используем фразу Can you give me a hand? Да, мы все знаем простую фразу Can you help me? Это довольно простая фраза в разговоре, разговорная версия. Это у нас Can you give me a hand? Give me a hand как бы дайте мне руку, но просто означает Can you help me? Например, у меня большие сумки, могу попросить друга Can you give me a hand with the bags? Когда мы добавляем именно с чем нам нужна помощь, we say, give me a hand with the bag, give me a hand with my homework, помоги мне с этой сумкой, помоги с моими домашними, give me a hand with, и какие помощь нам нужна. Can you give me a hand here? I need you to give me a hand with something. И я должен подчеркнуть, что в разговоре вот эта фраза, эти слова мы как мы совмещаем. В разговоре получается Can you give me a hand? Can you give me a hand? Мы редко говорим Can you give me a hand? Да, в разговоре, когда мы быстро разговариваем, получается Can you give me a hand? Can you give me? Как бы give me, не give me, а gimme. Okay. А вот эта фраза It's up to you похожа на набор слов up это вверх, to you вообще смысла непонятно. Но it's up to you просто означает сам решай, то есть тебе решать, что ты хочешь делать. Когда человек спрашивает тебе, ну что мне делать? Ты ему говоришь, сам решай в русском языке. В английском разговорная версия would say It's up to you. Go. It's up to you. It's up to you. Take your time похоже на «возьми свое время». Это дословный перевод, но фраза просто означает «не торопись». Когда ты хочешь сказать человеку «ну, спокойно, все делай, спокойно, не торопись». Would say «take your time». Take your time. Have a good look. Take your time and tell me, how many were there? I'm just browsing. Я уверен, вы знаете слово browse. В русском языке также есть слово браузер. Вот browse, это как приложение браузер. Но browse как глагол означает просматривать. В таких случаях, когда мы просто просматриваем, пролистаем, например, your Instagram or your browser, whatever, просматривать, пролистать. Когда вам пригодится фраза I'm just browsing, это когда, например, вы зашли в магазин и подошел к тебе продавец и спрашивает, ну, чем вам помочь сегодня? Вы говорите, я просто смотрю, я не собираюсь ничего купить сейчас, просто хочу смотреть. Would say, I'm just browsing. Вот вы можете где угодно эту фразу использовать, и вас поймут. То есть, I'm just browsing означает, не мешайте мне, я просто смотрю. Не нужна совет, не нужна помощь, я всего лишь просто смотрю. I'm just browsing. Еще можно заменить слово browse со слова look. Получается, I'm just browsing или
I'm just looking. May I help you? No, thank you. Just browsing. Something special or just browsing? No worries. Worry как глагол – это беспокоиться, но в этом случае worry – это существительное. Что такое no worries? No worries просто означает ничего страшного. Да, фраза ничего страшного не получается nothing strange или nothing weird. No, no, no. Ничего страшного would say no worries. Например, друг опаздывает на встречу, и тебе звонит и говорит: ой, извините, я опаздываю. Ты говоришь: no worries, ничего страшного. No worries. No worries, okay? Sure, no worries. The next phrase, I'll keep you posted. Вот когда вы хотите сказать человеку, я буду тебе держать в курсе, would say, I'll keep you posted. Ну, можно так запомнить, когда вы же выкладываете пост на соцсетях, Instagram, не знаю, Facebook, VK, вы же пытаетесь держать людей в курсе, то есть им давать информацию, информировать людей о том, что у вас в жизни происходит. Would say, I'll keep you posted. Я буду вас держать в курсе. И довольно часто мы можем заменить слово posted с такими словами, как updated. I'll keep you updated. Update. Или I'll keep you in the picture. Это более британский. I'll keep you in the picture. Или I'll keep you in the loop. Loop это также более британский. Все эти выражения просто означают: я буду вас или я буду тебе держать в курсе. We'll keep you posted. I'll keep you updated about the investigation. We'll keep you in the loop on everything you need to know. А когда вы с кем-то полностью согласен, конечно, можем сказать I absolutely agree или I totally agree. Но довольно часто в разговоре сказать я полностью согласен с тобой можно слышать I couldn't agree more. Да, это как бы я не согласен, я понимаю, как вы можете приводить эту фразу, но I couldn't agree more означает я абсолютно согласен, я на 100% с тобой согласен. I couldn't agree more, Miss Crawford. I couldn't agree more. Идем дальше. Let's call it a day. Let's call it a day. Дословно получается назовем этот день, something like that. Но нет, просто значит давайте закончим тут на сегодня. Когда вы работаете, вы решили, что ладно, ребята, мы тут на сегодня мы закончим, пойдем домой. Would say, let's call it a day. Где вам пригодится, представьте, что на работе вы с коллегами работаете, вы босс, вы говорите уже 6 часов, 6:30, вы говорите коллегам, давайте, ребята, все на сегодня, пойдемте домой. Let's call it a day. Отлично подходит в таком случае. Let's call it a day. Let's call it a day. What? I'm very tired. Oh, well done. That's it. Time to call it a day now. Ray? We're gonna call it a day. Мы уже видели 10 очень классных, важных разговорных фраз. Мы дальше посмотрим еще 5, чтобы было 15, как обещал. Но before we do that, хотел напомнить, что недостаточно просто знать, учить эти выражения. Для закрепления нужна реальная разговорная практика. Мы именно это предлагаем на моем марафоне Phrasal Verbs with Jerry. Последний поток в этом году начинается 11 ноября. У нас будет полное погружение в мир разговорного английского. 6 недель длительность, интенсивная работа со мной в эфирах, в маленьких группах, в чат в Телеграме и на платформе. Регулярные занятия дает результат. 6 недель и полное погружение именно в разговорный английский. У вас есть возможность присоединиться. Ссылка будет в описании. Начинаем уже через 2 недели. Успевайте занять свое место, и мы увидимся на марафоне. Let's go further. The next phrase, I'm all ears. Дословно не переводим, потому что I'm all ears нам нужно, когда мы хотим сказать человеку, я тебе внимательно слушаю. Как бы я весь внимание, я тебе даю все мое внимание. I'm all ears. Например, мне друг спрашивает, Джерри, могу ли я с тобой кое-что поделиться? Я говорю, да, конечно, я тебе слушаю, я весь внимание тебе даю. Would say, I'm all ears. Sure, of course. I'm all ears. The truth? Oh, I'm all ears. I'm all ears. А вот эта фраза I'll take a rain check вообще не имеет ничего общего с дождем. То есть дословно получается возьми с собой дождевую проверку, something like that. Но нет. I'll take a rain check мы просто используем, когда мы хотим вежливо
отказаться от чего-то. Например, меня пригласили на встречу, я говорю, I think I'll take a rain check. I think I'll take a rain check означает, я, скорее всего, только на следующий раз. То есть в этот раз не получится. Это просто вежливый способ отказаться от приглашений, from an invitation. Откуда эта фраза вообще? Раньше, если бейсбольный матч отменили из-за плохой погоды, зрителям выдавали так называемый rain check. Это как дождевый ваучер или чек. То есть это ваучер на любую другую игру сезона. Они могли использовать этот ваучер, прийти на любую другую игру. Но не это, так как это отменяется из-за погоды. Вот отсюда и пошел take a rain check. Как бы взять дождевый чек, что означает отложить, перенести. По факту мы просто вежливо отказываем от приглашения человека. I think I'll take a rain check. Ну, я, скорее всего, не смогу с вами сегодня. Как бы я не приду сегодня. Take a rain check. I'll take a rain check on that. I think I'll take a rain check. I'll take a rain check on that. The next phrase, I'm feeling under the weather. Weather это погода, under это под. Как бы я под погодой, something like that. Но мы используем эту фразу, когда мы хотим сказать, мы себе плохо чувствуем. We can say, I'm not feeling so well, конечно, но довольно часто в разговоре would hear the phrase, I'm feeling a bit under the weather. Иногда можем убрать слово feeling, просто ставить I'm a bit under the weather. И означает, я себе плохо чувствую. Perhaps I am a little under the weather. Just woke up feeling a little under the weather. Yes, he's still under the weather. Предпоследняя фраза it's up in the air имеет такое скрытое значение. Когда мы говорим, что it's still up in the air, означает не до конца дела решено. То есть еще под вопросом, пока нет точной финальной решения. For example, я покажу тут уже другие примеры. Let's read together. Our trip is still very much in the air. Наша поездка по-прежнему под большим вопросом, пока не решили. Или all her plans were up in the air. Все ее планы повисели в воздухе, но с переносным смыслом, то есть все было не полностью, не до конца решено. Or here, it's still all up in the air. Это еще окончательно не решено. Когда еще есть сомнения, еще есть какие-то вопросы, мы не до конца решили вопрос, would say, it's still up in the air. I'm not really sure about my trip to Japan next year. My plans are all up in the air. My plans are still up in the air означает, все мои планы не совсем не окончательно решено. And the last phrase, I've got a lot on my plate. I've got a lot on my plate. Как бы у меня много на своем тарелке означает, у меня много дел. То есть, чтобы сказать человеку, что у вас совсем нет свободного времени, у вас много дел, we can say, I'm very busy, но это совсем так просто, начинающий уровень. А вот более продвинутый would say, I've got a lot on my plate, и означает, у меня много дел. Можно представить, как на тарелке, не знаю, like гора, a mountain of food, a lot, и вам нужно все это съесть или съедать. Would say, I've got a lot on my plate, у меня много дел, вообще нет свободного времени. И сколько из этих фраз вы знали? Дайте мне знать в комментариях. И если вы хотите полностью погружаться в мир разговорного английского, вам обязательно нужно посмотреть эти видео. И, конечно же, увидимся на марафоне. Talk to you soon.